Слушай, представь, стоит в Гизе самое массивное каменное здание на планете. 4500 лет. Никто не мог заглянуть внутрь без того, чтобы что-то долбить, сверлить, ломать. И вот в 2023 году группа физиков и археологов спокойно говорит: ребята, там за северной стеной есть коридор 9 метров длиной. Мы его видели, камни не трогали. Вообще. Они посмотрели сквозь пирамиду, буквально сквозь миллионы тонн известняка, частицами, которые прилетают из космоса. Это не фантастика, это опубликовано в Nature Communications. И самое странное в этой истории даже не сам коридор. Самое странное, для чего он там. И вот к этому вопросу мы подойдем в конце, потому что версия, которая сейчас обсуждается серьезными египтологами, переворачивает то, что мы думали о строителях Хуфу. Поехали. Сначала договоримся о масштабе, потому что без этого вся история разваливается. Пирамида Хуфу – это 139 метров в высоту сегодня. Изначально была около 146. Сторона основания – 230 метров. Внутри, по разным оценкам, 2 с лишним миллиона известняковых блоков. Средний вес блока – 2,5 тонны, но есть и по 15, и по 80 тонн в районе погребальной камеры. Это не дом, это гора, сложенная руками. И вот сквозь эту гору надо как-то посмотреть, не трогая ее. Веками египтологи делали единственное, что умели – простукивали. Бурили тонкие шурфы, спускали роботов в узкие шахты. Каждое такое вмешательство – это спор, скандал, разрешение, риск повреждения. А пирамида большая, мест, куда не добрался еще никто, в ней до сих пор полно. И тут в дело вступает физика. Причем физика, о которой большинство людей вообще никогда не слышали. Над нами, прямо сейчас, пока ты это смотришь, идет невидимый дождь. На каждый квадратный сантиметр твоей макушки в среднем падает одна частица в минуту. Это мюоны. Они рождаются на высоте около 15 километров, когда космические лучи врезаются в атомы атмосферы. Мюон – это тяжелый родственник электрона, живет он 2 микросекунды, но летит почти со скоростью света, и из-за релятивистского замедления времени успевает добраться до Земли. Главное его свойство для нашей истории – он проходит сквозь камень. Сквозь метры камня, сквозь сотни метров камня. Но проходит не одинаково. Где плотнее, там мюонов меньше. Где пустота, там их больше. То есть, если ты поставишь детектор под объект и просто посчитаешь, сколько мюонов прошло с каждого направления, ты получишь рентгеновский снимок горы. Без рентгена. Бесплатными частицами из космоса. Звучит как идея из научной фантастики, но впервые ее реализовали еще в 60-е. Луис Альварес, нобелевский лауреат по физике, в 1969 году поставил детектор в подземной камере пирамиды Хефрена, соседней с Хуфу. Цель была та же – найти скрытые камеры. Альварес не нашел ничего, опубликовал статью в Science в 1970-м с честным заголовком «Поиск скрытых камер в пирамидах» и фактически закрыл тему на полвека. Технологий тогда не хватало, детекторы были громоздкие, обработка данных – кошмар. И только когда появились новые типы детекторов и нормальные компьютеры, к этой идее вернулись. Вернулись ее в 2015 году. Французский институт ХИП под руководством Мехди Таюби и инженерный факультет Каирского университета во главе с Хани Хелалем запустили международный проект Scan Pyramids. Задача – отсканировать 4 пирамиды Древнего Царства, не вскрывая ни одного камня. К проекту подключились 3 независимые группы физиков с 3 разными типами детекторов. И это важно, потому что наука не верит одному прибору. Японцы из университета Нагоя, лаборатория Кунихиро Маришимы, у них ядерные эмульсии, особая фотопленка, которая фиксирует следы заряженных частиц с микрометровой точностью. Французы из комиссариата по атомной энергии CEA под руководством Себастьена Прокюра газовые детекторы Микромегаз. И японская группа КЕК с вентиляционными счетчиками. 3 команды, 3 технологии и договоренность. Если все 3 увидят одно и то же, это не глюк прибора, это реальность. И вот в 2016 году одна из эмульсионных пленок, оставленная за чевронами на северном фасаде, показывает аномалию. Чевроны – это 4 огромных известняковых блока, сложенных в форме двойной перевернутой буквы V прямо над входом в пирамиду. На фото туристов они выглядят как декоративный узор, но на самом деле это разгрузочная конструкция, она держит вес каменной горы и не дает ему обрушить вход.
И вот сразу за ними детекторы зафиксировали избыток мюонов. То есть там, где должен быть сплошной камень, что-то пустое. Команда не торопится объявлять открытие. Они ставят туда японские эмульсии, потом французские микромегаз, потом еще раз под другим углом. 3 года перепроверок. Все 3 типа детекторов с разных позиций видят одну и ту же дыру в потоке мюонов. И эта дыра имеет форму не сферическую, не случайную, вытянутую, с явным наклоном, как трубка, как коридор. Но прежде чем мы дойдем до того, что они увидели внутри, отмотаем на 2017 год. Потому что параллельно северным фасадам Scan Pyramids нащупывает кое-что покрупнее. Намного крупнее. В ноябре 2017 в журнале Nature выходит статья Discovery of a Big Void in Khufu's Pyramid. Это бомба. Над большой галереей, главным внутренним проходом пирамиды, в самом сердце сооружения, обнаружено пустое пространство, длиной минимум 30 метров и сечением, сопоставимым с самой галереей. Это не щель, не неровность кладки, это полость размером с пассажирский вагон, спрятанная в каменной горе. Все 3 детекторные команды видят ее независимо. Большая пустота, Scan Pyramids Big Void. Так ее назвали, и под этим именем она до сих пор в литературе. Тут начинается самое интересное в человеческом смысле. На сцену выходит Захи Хавас, легендарный египетский археолог, бывший министр древностей, при этом глава научного комитета самого Scan Pyramids. И он говорит: ребята, успокойтесь, пирамида полна пустот. Это строительные щели, технологические лакуны, недозаполненный объем. Не каждая дыра – это потайная камера. Не каждая полость – это что-то осмысленное. Хавас громко и публично критикует громкие формулировки своих же коллег. И в этом есть зерно правды, потому что ранние египтологи, тот же Флиндерс Питри еще в 19 веке, описывали, что внутри пирамиды есть зоны с неплотной кладкой, заполнение щебнем, неровности. Чтобы из аномалии получился настоящий коридор или комната, мало увидеть пустоту, надо понять ее геометрию, объем, назначение. А с Big Void пока непонятно, горизонтальная она, наклонная, под углом галереи или над ней. И вот пока вокруг Big Void кипят споры, северный коридор тихо доводят до ума. 6 лет уточняют его форму, и к началу 2023 года команда уверена: длина около 9 метров, ширина около 2, высота тоже примерно 2, наклонный потолок в форме того же чеврона. Procure и Marishima готовят публикацию в Nature Communications. Она выходит 2 марта 2023 года. Precise Characterization of a Corridor-Shaped Structure in Khufu's Pyramid by Observation of Cosmic Ray Muons. Точная характеризация, не намек, не аномалия, характеризация. Они знают, что там, и они знают, какого оно размера. Но дальше происходит то, чего не было ни с одной мюонной находкой до этого. Scan Pyramids договаривается с египетскими властями и проделывает крошечное, я подчеркиваю, крошечное вторжение. Они находят на северном фасаде между блоками чеврона естественный шов, место, где известняковые блоки прилегают друг к другу неплотно. Туда вставляют эндоскоп. Тонкая трубка с камерой, 6 мм в диаметре. 6 мм – это меньше карандаша. Они не сверлят, не пилят, ничего не разрушают. Они просто проталкивают камеру в существующую щель. И камера выходит во внутреннее пространство. И вот теперь представь себе этот момент. Человечество 4500 лет ходит вокруг этой пирамиды. Наполеоновские ученые ползали по ней в 1798. Хауард Вайс взрывал стены порохом в 1837. Туристы, археологи, заговорщики, конспирологи – миллионы людей. И впервые камера показывает помещение, в которое со времен фараона Хуфу не входил никто. Вообще никто. Воздух там тот же воздух, который запечатали строители около 2560 года до нашей эры. Камера показывает узкий коридор с двускатным потолком, теми самыми блоками-чевронами изнутри. Грубая необработанная поверхность стен, пол с известняковой крошкой. И один торец коридора закрыт 2 большими блоками, поставленными буквально как заглушка. Что за ними, пока неизвестно. Эндоскоп туда не достает. И вот здесь я тебя притормозу, потому что начинается главный вопрос. А зачем это вообще нужно было древним египтянам?
Зачем строить коридор и тут же его наглухо запечатывать? Версий 3, и каждая по-своему любопытна. Первая – инженерная. Это разгрузочная конструкция. Чевроны над входом нужны, чтобы перераспределять вес каменной массы над дверным проемом и не дать ему рухнуть. По этой версии коридор – побочный продукт. Строители оставили пустое пространство под чевронами, чтобы уменьшить нагрузку. И все, никакой тайны. Но есть проблема. Если это просто разгрузка, зачем коридор имеет такую правильную форму? Зачем у него ровные стены, осмысленная геометрия, длина в 9 метров? Разгрузочная щель могла быть любой формы, в том числе очень кривой. А тут коридор. И вторая версия как раз отсюда. Это технологический ход для строителей. Узкий проход, по которому рабочие могли двигаться во время кладки верхних ярусов, контролируя установку чевронов, а потом его запечатали изнутри, когда работа была закончена. Эта версия популярна у инженеров, которые занимаются строительством древних монументов. А вот третья версия самая интересная, и именно она звучит из уст Захи Хаваса в 2023 году. Хавас прямо говорит: этот коридор может вести к настоящей погребальной камере Хуфу, той самой, которую так никогда и не нашли. Потому что, и вот эта шокирующая мысль для людей, далеких от египтологии, никто не уверен, что Хуфу действительно похоронен в той камере, которую туристы посещают сегодня. В так называемой камере царя в верхней части пирамиды нашли только пустой саркофаг без крышки. Ни мумии, ни сокровищ, ни надписи с именем. На стенах камеры вообще ничего не написано, что для египетской гробницы такого масштаба невероятно странно. Хавас много лет говорит, что Хуфу может лежать где-то еще, в камере, которую так и не вскрыли. И северный коридор, по его версии, это ниточка, ведущая к ней. А может и к Big Void. А Big Void, согласно одной из гипотез, та самая настоящая погребальная камера. И тут, а я обещал вначале неожиданный поворот, посмотри, что получается. Если связать северный коридор и Big Void в одну систему, мы видим не случайные пустоты. Мы видим возможную карту скрытой архитектуры внутри пирамиды. Карту, которой не должно было быть по классическим планам. По стандартному учебнику внутри пирамиды Хуфу 3 камеры, 2 шахты, восходящий и нисходящий коридоры, большая галерея и все. Это знают со времен Питри. А сейчас мы видим минимум 2 крупных неучтенных объекта. И они не описаны ни в одном древнем тексте, ни в одной надписи, ни в одной экспедиционной зарисовке за 4 тысячелетия. Это белые пятна, которые открылись благодаря частицам, родившимся в верхних слоях атмосферы и пролетевшим сквозь миллионы тонн камня. А теперь самое главное, и это та часть, ради которой я делал это видео. История с коридором – это не история про египтологию, это история про науку как метод. Подумай об этом. Альварес попробовал в 1969 и ничего не нашел. Не потому, что в пирамидах ничего нет, а потому, что у него были недостаточно чувствительные приборы и слишком мало времени экспозиции. Он сделал все правильно, но первым, и полвека никто не возвращался. А потом пришло новое поколение с лучшими детекторами и с пониманием, что нужны несколько независимых команд для перекрестной проверки. И они нашли. Они не выдумывали инопланетян, не прикладывали маятники, не считали корреляции с Орионом. Они посчитали мюоны. И в 2025 году вышла еще одна публикация в Scientific Reports. Независимая команда подтвердила существование северного коридора уже не мюонами, а 3 другими методами – георадаром, ультразвуком и измерением электрического сопротивления. Это называется триангуляция данных. Когда 4 совершенно разные физические методики дают один и тот же ответ, это перестает быть гипотезой и становится фактом. И вот к чему я веду. Великая пирамида простояла 4500 лет секретом, который не открывала ни одной экспедиции. Не помогли ни взрывы, ни роботы, ни топовые специалисты 2 столетий египтологии. Помог космос и аккуратное терпение. И вот сейчас, в 2026 году, у нас на руках карта аномалий, минимум 1 подтвержденный коридор и 1 большая полость, и впереди попытки засунуть в эту полость следующий эндоскоп. Когда это случится, а это случится в ближайшие годы, мы можем увидеть нетронутое пространство, которое последний раз видели глаза человека эпохи Хуфу. Если эта история тебе зашла, поставь лайк, это правда помогает каналу, и подпишись, потому что следующий рассказ будет про другой случай, когда наука посмотрела сквозь то,
сквозь что смотреть нельзя.